Меня зовут Софья Великая. Я двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях. Я кормящая мама, выигрывает турнир «Московская сабля Гран-при». Было очень тяжело, безумно тяжело. На первых тренировках тряслись ноги. Я поняла, что я хочу 2 олимпийских золота. Просто так на ровном месте поплакать, вряд ли. Даже если ты смотришь мелодраму. Они ставили будильник, они вставали, спать не могли. Все дни, когда мы там участвовали, они ходили как лунатики, переживая, болея. А я понимала, что насколько люди ждут хоть какой-то весточки. В феврале я заболела коронавирусом. До Олимпиады осталось несколько месяцев. Софья, расскажите, 4 олимпиады за плечами. В чем ваш секрет? Мне на самом деле самой не верится, что уже я участвовала на 4 олимпиадах. И не исключаю участие на 5-й олимпиаде. Поэтому как-то подводить итоги как спортсмену мне еще рано. Но, наверное, мое долголетие в спорте — это в первую очередь любовь к спорту, увлечение моим видом спорта и то, что я получаю удовольствие от процесса и от результатов, несмотря на то, что они бывают не всегда золотыми. Это самое важное. И то, что меня все годы, в каждый период по-разному, на всех олимпиадах поддерживала семья. Сначала родители, братья, потом уже дети. И это большая коллективная работа, которая дает вот такой энергетический, наверное, толчок, чтобы идти дальше, чтобы справляться с трудностями, чтобы добиваться максимального результата. И сказать, в чем мой секрет, наверное, это могут только люди, которые меня окружают. А вы сразу знали, что вы вернетесь после рождения первого ребенка? Нет, конечно. Я, как истинный, наверное, все-таки у меня школа советская была, да, и я очень рада, что многому научилась у наших выдающихся фехтовальщиков. И никогда не говори «нет». И я даже когда понимала, что нужна пауза после игр в Лондоне, и я понимала, что необходимо взять какой-то перерыв, чтобы осознать и понять, как действовать дальше, набраться энергии, чтобы дальше проходить все эти трудности, что физические, что ментальные в спорте. И когда я узнала, что я стану мамой, как-то меня и тренер поддержал, сказал: ну ты не думай, ты возвращайся. И звонил мне каждую неделю и не давал забыть о фехтовании ни на секунду. И уже на 3-й месяц после рождения ребенка попросила вернуться в сборную. Но я подумала, что, наверное, я нужна и необходимо это. И мне это было, с одной стороны, и тяжело, с другой стороны, то уважение и необходимость во мне на сборах, на турнирах давала какую-то силу и уверенность, что у меня все получится. Возможно, даже это играет роль ответственность за других, за команду, за мою федерацию, за нашу страну. И я верила, что мое участие поможет всей команде. То есть вы после Рио ушли во второй декрет. Вы тогда думали, что вы будете возвращаться? Или тоже это было все так? То есть все сразу я могу что-то даже не вспомнить. Но когда родилась Зоя, во-первых, девочка, меня это как-то окрыляло, и я справлялась совсем легко, даже вне спорта. Она мне дала какую-то невероятную энергию на все, что меня окружает. Мы выиграли все сразу. Первый турнир, то есть наша сборная, я помню, поехала на турнир в Корею. Я не могла тренироваться, потому что спарринга нет, тренера нет. Я тренировалась перед нашим любимым турниром «Московская сабля» с юниорами. И что вы думаете?
Я, кормящая мама, выигрывает турнир «Московская сабля» Гран-при. Один из важнейших турниров в сезоне. Э, И это было так легко, никто не верил, и я даже сама удивилась, что это было так свободно, так красиво. Это было что-то невероятное. Дома выиграть сразу, вернувшись из, можно сказать, декрета, ну, такое, наверное, случается раз в жизни. А потом уже были еще другой турнир, и потом чемпионат Европы. И чемпионат Европы я тоже выиграла. То есть за 3 турнира я попала в 16 лучших, в топ лучших спортсменов по фехтованию на сабле. А дети поддерживали и вдохновляли вас, когда вот случился перенос Олимпийских игр, тяжелый год, потом сам Олимпийский год, вы заболели коронавирусом? Я считаю, что все мои достижения, уже когда я стала мамой, благодаря моим детям. Только они меня вдохновляют, и только они позволяют мне проходить этот тяжелый путь. Они ни в чем не обделены, и они спокойно переносят небольшие разлуки с мамой, и им нравится весь этот процесс. То есть никакого дискомфорта совершенно не было. Если бы что-то было по-другому, то я бы не смогла продолжить свой путь, я бы не смогла уделять столько времени тренировкам и фехтованию. А не смотрели игры в Токио? Конечно. Игры в Токио, вся моя семья смотрела, переживала, присылала видео, как они болеют. Я им говорю: зачем вам смотреть, как я фехтую? Вы засыпаете, утром проснетесь, и уже будет результат, и вам будет спокойней. Они ставили будильник, они вставали, спать не могли. В общем, все дни, когда мы там участвовали, они ходили как лунатики, переживая, болея. Когда уже личные прошли, переживали за то, что серебро, и в то же время очень рада, что я смогла все равно повторить свой успех и быть в финале. Уже и также переживали за то, что скоро командный, как же мы выступим. Все переживали, все болели. И, наверное, меня и вдохновляет эмоции людей, эмоции моей семьи, насколько спорт дарит их. Тем более вот в период пандемии во всем мире люди забыли об этих эмоциях. Софья, у вас были сомнения, когда Олимпиаду перенесли, что стоит ехать или не ехать? Или вы точно знали, что поедете? Когда Олимпиаду перенесли, это был удар. Сначала ты был в напряжении, а потом, когда расслабился, очень было тяжело собраться. И для меня подготовка к Олимпиаде в Токио была самой сложной. Хоть я уже 2 раза с нуля возвращалась с рождением детей, но все равно я была в каком-то тонусе, все равно в движении. А здесь не было тренировочного сбалансированного процесса, потому что база закрыта. Уезжать на 3 недели я не могла психологически оставлять семью. У меня было с разрешения федерации был индивидуальный план подготовки. Это была физическая подготовка, общефизическая. Также что-то индивидуальное дело, но у меня не было тренера, у меня не было спарринг-партнера. Определенный период. В каком у нас? В сентябре в 2020 году я начала тренироваться постепенно, так как этот процесс такой накопительный. В феврале я заболела коронавирусом. До Олимпиады осталось несколько месяцев. То есть снова я вылетела из обоймы на 4 недели. То есть 4 недели для спортсмена, который находится уже на финишной стадии подготовки перед Олимпиадой, ну, это катастрофа. И когда все эти ограничения закончились, восстановление прошла после болезни, переболела я достаточно в легкой форме, больше переживала за своих близких, за пожилых людей. Я начала тренироваться. Было очень тяжело, безумно тяжело. На первых тренировках тряслись ноги, восприятие дистанции было совершенно другое. Восприятие взрывной скорости были совершенно другие ощущения. Но я не сдавалась. И благодаря тренеру Дмитрию Владимировичу Глотову, который смотрел на меня
с глазами полной верой и уверенности, что у меня все получится, хотя я в это не верила. Но, судя по результату, 2 медалям, серебру и золоту, и самое главное, хорошему, отличному фехтованию, которое я показала, особенно в личных соревнованиях, я поняла, что вот эта коллективная работа спортсмена, тренера, и спарринг-партнеров, она была не напрасной, и мы, сделали все правильно. В одном из интервью вы сказали, что в Токио для вас вот Олимпийские игры — это ощущался праздник, что действительно такое состояние радости, в отличие от других олимпиад. Почему именно в Токио так было? Игры в Токио, для меня, действительно, прошли самыми яркими. Была тяжелая подготовка. Игры были необычные, сложности были во всем мире, в подготовке, в ограничениях, в страхе у людей, потому что они не знали, что будет завтра. И понимая, что нет зрителей, я хотела передать все эти эмоции через телевидение, когда нас снимают, когда нас показывают. То есть обычно все равно спортсмены суеверный народ и лишний раз ничего не скажут. А я понимала, что насколько люди ждут хоть какой-то весточки с этих игр, как они переживают. Я не говорю уже про семьи, про друзей, про болельщиков, про детей. Мне самое важное — это дети, детско-юношеский спорт, который есть. И только мы, чемпионы, можем их мотивировать. Поэтому я хотела воспользоваться этим шансом и была окрыленная тем, что у меня есть возможность участвовать. То, что, несмотря на все ограничения уже на Олимпийских играх, когда мы каждый день сдавали ПЦР-тесты, переживали то, что каждый день кто-то может не дойти до участия, не дойти до спортивного зала, и он едет домой, то, что мы уже все прошли, нам надо только выступить. А как выступить без позитивных эмоций? Волнение, оно будет всегда. Вы для себя ставили цель 2 золота и в личном, и в командном. Если вспоминать все мои участия на Олимпийских играх, настрой был всегда разный. На первой Олимпиаде ты всего боишься, первый раз, ничего не знаешь и слушаешь только тренера. Это можно, это нельзя. На второй уже Олимпиаде я поняла, что после первой я не хочу возвращаться без медали. Когда я уже вернулась из Лондона с серебром, я понимала, что я хочу только золото. Когда в Рио я завоевала золото и в личном очередной раз стала серебряным призером, это тоже, я считаю, достижение. Я поняла, что я хочу 2 олимпийских золота. И, понимаете, дело тут не в том, что ты хочешь или не хочешь. Дело в том, что есть цель, в которую ты действительно веришь. Ты в чем-то себя ограничиваешь, лишаешь. Ради чего? Ради того, чтобы приехать и бояться? Ни в коем случае. Нужно научить спортсменов быть уверенным в себе и получать удовольствие от той работы, которую он делает, даже если она тяжелая. Когда вы почувствовали, что вы уверены в себе? Мне один мудрый человек сказал: Соня, твоя фамилия великая и скромность вещи несовместимы. Поэтому, когда мы уже отобрались в 2019 году, мы получили лицензию, отобрались на Олимпийские игры в Токио, уверенность в том, что мы завоюем медали, у меня была стопроцентная. Также в нашей стране мне выпала честь быть знаменосцем, что очередной раз подтверждает мою ответственность за мои действия и за мои цели. И как-то, мне кажется, неправильно бы было говорить, ну, например, всем окружающим, интервью, СМИ, что, ну, я еду поучаствовать, ну, я как-нибудь так, проездом буду. Я должна была мотивировать людей, что мы сильная страна, что мы едем за золотом, и мы возьмем это золото. И я рада, что у меня это получилось. Также, наверное, еще был момент, что наш состав в команде полностью поменялся. И так как я самая опытная, я считала, что я ответственна
была за команду. Мне нужно было их мотивировать, вселять надежду, вселять уверенность. Я не могла показать слабость, слезы. Я могла только выйти и перед тем, как они выйдут на дорожку, выиграть соперника, что и давало им уверенность. То есть это очень сложная и ответственная, я считаю, роль и миссия, наверное, в команде. Вот вы говорите, что не показывать слезы и слабость девчонкам, подругам по команде, да? Но были моменты, когда там в уединении выдавали какую-то слабину там? Конечно. Вообще, я могу поплакать. На самом деле, как вы уже заметили, несмотря на мои серебряные пьедесталы, я могу сдержаться. Но внутри, конечно, это невероятные эмоции, переживания. Но полностью погрузиться в какие-то страдания, переживания я не имею права, потому что у нас всегда еще есть следующий этап — это командные соревнования. То есть после всех соревнований, то есть какие эмоции будут, победы или поражения, да, тогда ты можешь расслабиться. Также, если я могу дать волю своим эмоциям, это только в том случае, если ну, я устала. Ну, вот просто физически устала, морально, много дел было, или вот просто так на ровном месте поплакать, ну, вряд ли. Даже если ты смотришь мелодраму. Если говорить вот до финального поединка, какой для вас поединок был самым сложным, эмоционально и физически? Ну, на самом деле у меня все были сложные поединки. Когда я увидела уже, с кем я буду встречаться, сетку, табло, то я поняла, что у меня отличный проход до финала. Почему? Потому что я всех спортсменов знаю, у меня нет кого-то новеньких, кого надо будет именно понять их фехтование в момент боя. Да? То есть у меня уже есть представление, с кем я встречаюсь. И только на дорожке можно будет немножко откорректировать. Также я была очень безумно рада, что я не встречаюсь со своими спортсменками из своей страны. Наши девочки на данный момент самые сильные. И помимо финального боя, да, с Софией Поздняковой, я отмечу бой с двукратной олимпийской чемпионкой Мариэль Загунис. Причем он складывался достаточно сложно в первой половине боя, но в дальнейшем я изменила дистанцию, что и позволило мне с большим отрывом выиграть. Выдающаяся спортсменка, я считаю, одна из первых открывательниц женской сабли. Каждую олимпиаду, когда она выигрывала в Афинах и в Пекине, она всегда удивляла, она что-то новое вносила. Я ей очень благодарна за то, что мы и дружим, и дочки у нас в один день родились даже, да. Теперь мы связаны с ней не только спортивным прошлым и событиями, но и личными, так как всегда будем вспоминать друг о друге с теплотой. Ольга Харлан, Мариэль Загунис, мы давно вместе проходим этот путь, и какой-то период даже занимали первую тройку мирового рейтинга. И заметьте, не всегда мы встречались. То есть мы встречались на турнирах, но на чемпионате мира и Олимпийских играх мы не всегда встречались. Поэтому эти события, когда мы встречаемся, привлекают внимание всех фехтовальщиков, всех зрителей. И также нам интересно, вот было 10 лет назад мы встретились, потом через 5 лет мы встретились, сейчас мы встретились. То есть это очень редкие моменты в истории фехтования, я считаю. И уже перед финалом с Соней, когда я уже прошла одну-вторую финала, выиграв Мартон, и уже мы должны встречаться за первое место с Софией Поздняковой, я, может быть, немножечко выдохнула, но и то понимала, что сейчас все будут думать, выиграю я эту Олимпиаду или не выиграю. То есть у меня уже как в фильме сценарий какой-то. Не комедия, конечно, а я уже как-то могу относиться к этому как к своему сценарию, который я творю сама. То есть немножко с другой стороны. Но все-таки я не оставляю надежду, и эта Олимпиада показала, насколько я сильна. С легкостью какой-то отношусь ко всему происходящему. Если уже событие произошло,
Я только могу сделать выводы, я могу только поставить определенные цели, которые меня устроят, и идти к ним, проживая этим свою жизнь. Так как у меня помимо спорта еще есть обязанности мамы, это тоже большая ответственность. И воспринимать какие-то поражения в спорте как удар, как трагедию я уже не имею права. В жизни много событий, которые приоритетнее в каждый период своей жизни, которые требуют больше внимания. На данный момент я могу это совмещать со спортом. Как это будет дальше, это уже покажет время. Личный турнир в Рио вы не восприняли как удар? Если сравнивать турниры личных соревнований в Рио и в Токио я была безумно счастлива, что я возвращаюсь не с пустыми руками, что я прошла там тяжелый путь, участвуя на Олимпиаде, на такой сложной, что я классно фехтовала, и у меня было полно эмоций, счастья. А в Рио я даже себя ругаю, что я расстроилась. Может быть, потому что это был один удар. Возможно, из-за этого. Теперь меня вдохновляет сам процесс и те эмоции, которые делятся со мной люди и дети, которых я могу вдохновить своим фехтованием или своей жизнью в спорте. На каком ударе вы поняли, что вот, ну, все, как бы Соня сильнее, и она сейчас выиграет? Ну, я не могла сказать, что Соня сильнее, потому что, понимаете, фехтование это такой вид спорта, где два живых человека как бы что-то делятся информацией, да, обыгрывают друг друга. И весь бой, мы же предлагаем какие-то приемы, контрприемы. И весь бой я понимала, что я понимаю, что я делаю, я понимала, что она делает. Но в какой-то момент концентрация внимания уходит. И ты понимаешь, что делать, но твои ноги, например, забыли отступить назад. Что-то в этом роде. И мне, наверное, не хватило немножечко, как сказать, сил на концовку боя, потому что где-то вот 10-й удар я нанесла и поняла, что что-то не так. Надо было брать паузу, но я была в себе почему-то уверена, что я справлюсь. И сейчас найду нужный момент, нужную дистанцию, нужный прием, но Соня не упустила этого шанса. А вообще, как вы с Соней общаетесь за пределами соревнований? То есть вы там тренируетесь вместе, а, равняется ли она как-то на вас, подсказываете ли вы что-то? Ну, то есть вы как опытный спортсмен в команде. Я никогда не скрывала ничего от своих товарищей по команде. Я, наоборот, старалась давать максимально, что я умею, чтобы мои оппоненты, мои спарринг-партнеры росли. И когда они будут расти и повышать свой уровень, они также могут мне помочь повысить мой уровень, чтобы я была приспособлена к разным приемам, к разным соперникам, к разной скорости. Поэтому взаимодействие и общение с Софией Поздняковой было всегда дружеское, так как я ее еще помню маленькой девочкой. И даже не верится, что так время быстро пролетело, и мы сейчас в одной команде разыгрываем медали. А у вас вообще есть такое ощущение, вот Соня, Оля Никитина, что как будто вы как там, старшая сестра, вот такие как бы семейные отношения, или они больше профессиональные? Наверное, больше как товарищи, как коллеги, потому что все-таки спорт, он жесток, и все будут по-разному переживать свои события, поражений и побед, подготовки и так далее. И мне комфортнее оставаться вот в таких со всеми в товарищеских отношениях, чтобы всегда можно было бы все вопросы урегулировать, объясниться, чтобы не было личных каких-то неприязней или каких-то сплетен, или я противник этого всего. Кто-то любит создавать интриги, я достаточно открыто, честно со всеми общаюсь. И самое важное, сохраняю и придерживаюсь профессионального подхода к тренировочному процессу, в общении с тренерами, в общении с товарищами по команде. Да, это моя основа, наверное. Софья, в чем жестокость спорта?
в том, что спорт жесток тем, что кто-то выиграет, кто-то проиграет. И поэтому думать о том, что мы вот сегодня с тобой друзья, и мы так классно с тобой проводим время, а завтра кто-то будет с медалью, а кто-то нет, но этого не нужно. Просто со спортсменами ты проводишь большую часть времени. Сборы, соревнования, проходишь какие-то эмоциональные периоды своей жизни, там, подготовки, кто-то кому-то помог в команде, да, кто-то кого-то, наоборот, проиграл встречу, да, другой помог, выиграл. И вот это взаимообмен, взаимоподдержка только со временем, наверное, вызывает уважение к спортсмену. Ну, дружба, если она дружба и есть, то она и останется. Поэтому если правильнее будет, если будут профессиональные отношения. Как происходит перестройка на командный турнир? Как вы общались с девочками? И, ну, вообще, мне кажется, такая уникальная история, что опыт с вашей стороны, и такая молодость и дерзость со стороны Сони и Оли. То есть как это все вот скомбинировано было? В чем была ваша сила, в чем была их сила? Я просто понимала уровень наших девчонок, что он сейчас на данный момент самый высокий, и упустить шанс выиграть Олимпийские игры, ну, было бы большим упущением и огорчением для всех нас. Я понимала, что Ольга Никитина расстроена, что Светлана Шевелева, которая у нас была в запасе, переживает, будет она участвовать или нет. У Сони уже эйфория счастья от того, что у нее есть золотая медаль. И настроиться было очень сложно. Я не могла никого собрать, поймать, поговорить. И не хотела навредить никому, потому что, может быть, у них своя подготовка уже. Все-таки сейчас молодежь, она достаточно уверенная в себе. И если раньше, я помню, у нас молчи, слушай и делай, то сейчас еще надо убедить молодежь, что так нужно делать, что это нужно именно тебе. У девочек немножко в начале встречи было переживание, но потом, когда мы уже уверенно выиграли Корею, я видела, что насколько они уверены и почувствовали свою силу, что они будут сейчас бороться за золото и не упустят свой шанс. Вот вы сказали, что в Париж вполне себе возможно, реально. Когда закончились личные соревнования в Токио, я не успела даже расстроиться, потому что я созвонилась со своей семьей, и они мне сказали, что Сонь, все замечательно, мы тебя поздравляем с серебром, мы готовимся в Париж. И вот эта фраза меня вдохновила. Еще должны были пройти командные соревнования, но я уже мыслями понимала, что я не заканчиваю ни сегодня, ни завтра, ни через неделю, что у меня еще есть стимул, желание продолжить свой путь в спорте и попробовать пройти все сложности отбора уже и поучаствовать в Париже 2024. Как вас встречала семья, дети? Играли с медалями? Меня встретили в аэропорту журналисты, семья, друзья. Все, кто приехал меня встречать, мы поехали, конечно, сразу отмечать в ресторан. И дети в первую очередь набросились на маму, которую не видели там, я уже не помню, сколько времени, 2 недели игры, плюс еще 10 дней. То есть такой долгий промежуток, они уже забыли, что я могу так уезжать надолго. Дети были безумно рады, счастливы, взяли медали, примеряли, одели их, отлично общались с журналистами, делились своим мнением. Также товарищи мне сделали приятный подарок. Меня встречал минивэн с моей же фотографией, и я была безумно рада. Я говорю, можно я месяцок на ней по Садовому покатаюсь, популяризацией вида спорта своего буду заниматься? Вы спокойно медали даете поиграть детям, я так понимаю, приносите везде и всюду. Я считаю, да, медали это достояние народа. Они должны, особенно дети, детские спортивные школы, дети, которые просто занимаются любым видом спорта, им необходимо ощутить, посмотреть
что такое олимпийская медаль, что она и сами соревнования отличаются от других своей значимостью. А ваши дети, когда берут медали, они что спрашивают у вас или что говорят про медаль? Ну, они только в первые секунды их взяли, больше они их не привлекали. Поэтому, так как медалей много за свою спортивную карьеру, они не придают этому особого значения. Сами события, то, что когда красочно встречают, когда дарят цветы, когда у меня дочка все время: "Ой, мам, тебя по телевизору показывают". Конечно, может быть, они будут осознавать это позже, но сейчас они живут своей спокойной, размеренной детской жизнью. У вас же сын занимается спортом. Я считаю, что спорт вообще должен быть в жизни постоянно, просто на каком уровне и в какой нагрузке. Старшие у меня занимаются сейчас акробатикой, баскетболом, брейком. То, что есть при школе, то, что удобно заниматься именно, тратить меньше всего времени на дорогу, где он может сам сходить, сам вернуться, и это доставляет ему удовольствие. На данный период, чем он будет заниматься в дальнейшем, это может быть фехтование, и греко-римская борьба, и, может быть, другие виды спорта, а может быть, и не будет спорта. Это уже мы будем смотреть, наблюдать, советоваться с ребенком, смотреть на его достижения, результаты, которые сейчас у него. Младшая тоже занимается акробатикой и танцы, музыка, рисование. Пока так. А вы как к творчеству относитесь? К творчеству прекрасно отношусь. Я, я думаю, когда у меня будет свободное время, я бы порисовала для души, и я бы брала уроки музыки, так как у меня 6 лет образования в фортепиано. Ну, нужно освежить память. Вот вы как взрослая опытная фехтовальщица, в чем сильная сторона и преимущество уже, когда вы фехтуете во взрослом возрасте? В сильных коленках. Ну, кстати, в моем случае, в моем виде спорта, наверное, какой-то парадокс. В 30 лет ты только понимаешь, что тебе нужно делать на дорожке и на соревнованиях, но уже в 30 лет надо уже заканчивать. Я считаю, что в спорте действительно молодость, сила, спортивная агрессивность это дает больше шансов на победу. И когда первый раз едут на Олимпийские игры, им проще выиграть, чем когда ты едешь четвертый. Но опытные спортсмены могут, наверное, большую часть психологически быть устойчивыми, сильно морально, не поддаваться панике, не поддаваться волнениям, делать в нужный момент нужные приемы. Мы все умеем делать, но почему-то, когда приезжаем на важные соревнования, как Олимпийские игры, мы все забываем, и наш мозг улетучивается в другое космическое измерение, и потом мы просыпаемся, оказывается, уже соревнования прошли. Также не надо забывать, что нужно быть еще крепким физически. И если восстановление у молодого спортсмена занимает минимальное количество времени, то у возрастного спортсмена оно будет занимать все равно дольше. Вы считаете себя легендой спорта? Я себя не считаю еще легендой в спорте. Я себя еще не считаю легендой спорта. Но то, что я внесла определенный вклад в историю фехтования, это возможно. То, что какие-то разрушаю стереотипы, тоже возможно. Мать, кормящая мать, 2 детей. Наверное, мне бы еще 3-го ребенка родить, и можно в книгу рекордов Гиннесса попроситься. Вот. Ну, как-то все жизненно. Жизнь идет, она короткая. Глядя на свои 5 олимпийских медалей, я понимаю, что прошло-то уже 20 лет. Если я физически буду сильна и психологически уверена, то я бы еще прошла
следующий этап до своих заветных мечт и целей. Если посмотреть на ваш путь в спорте, и вам предложили бы что-то изменить или исправить, есть какой-то момент, который вы бы изменили? Зачем что-то менять? Меня устраивает моя жизнь, меня устраивает я. Я себя устраиваю в этой жизни. Как это правильно сказать? А, Мне все нравится. Я нахожусь, наверное, в гармонии сама с собой. У меня прекрасные дети, у меня прекрасное дело, и которое я люблю, которым я занимаюсь. Поэтому, наверное, я бы ничего в своей жизни не меняла. Главное пожелание самой себе. Быть счастливой каждый день. Главное пожелание самой себе — быть счастливой каждый день. И я уже говорила, невозможное возможно. Ребята, ну это все возможно. Вокруг нас космос.